Рядом лежат бананы. Я терпеть ненавижу бананы. У каждого разное мнение о бананах. Кто-то их любит, кто-то не очень. Но все мы должны знать, что это опаснейшие фрукты. По моим исследованиям, все люди, которые ели бананы, рано или поздно умирали. И вообще, я где-то читал, не помню где, что вообще эти бананы, они спид разносят. Вот, и что у них вообще плохая энергетика. И что они вообще были созданы, чтобы всех нас уничтожить. Бананы — это зло. Я призываю вас бороться с бананами. Сжигайте бананы! Вадим, зачем ты поджег бананы? Ну, мне там в одном видео сказали, что они там спидозные, что их сделали, чтобы нас всех там уничтожить. Нет, Вадим, это неправда. Да? Да. И я хотела поесть бананы. Правда? Ну, мне очень жаль. И мне очень жаль. Все-таки, что бы я ни говорил, у страха есть одна позитивная исходящая функция. Это инстинкт самосохранения. То есть, благодаря этой замечательной штуке, мы вот просто так с бодуна не идем и не прыгаем с окна, потому что боимся потерять свою жизнь. Но знаете, даже из этой благой вещи сделали штуку, которая легко управлять людьми. Пользуясь тем, что мы, люди, заботимся о своем здоровье и своей жизни, некоторые прививают другим вещам свойства, которые якобы очень опасны для нас. И заставляют нас, соответственно, этим держаться подальше от этих вещей. Часто это касается каких-то продуктов или каких-то новых технологий. И можно сделать вывод, что это делать с какими-то вражескими компаниями в качестве антирекламы. Но хуже всего, когда это используется против людей. Я даже сейчас не буду оговаривать те социальные меньшинства, против которых нас пытаются настроить. И те чудо-свойства, которые им приписывают. И даже не будем оговаривать, почему это делается. Понятно, что с выгодой. Просто этим видео я хочу вам напомнить о ваших безграничных возможностях. У вас есть интернет, в котором огромное количество источников информации. Элементарно на страничку Википедии зайдите той вещи, против которой вас настраивают. Почитайте о ней. Да, в нашей жизни дохренище опасных вещей. Но думайте своей головой. Ненависть порождена незнанием. И да, все-таки возненавидеть это всегда легче, чем учиться. И ладно, если вы какой-то в лишний раз фрукт не купите, но человеку вы можете жизнь испортить.